А сегодня хочу сказать, снова говорить про то, как научиться рисовать, как улучшить свои навыки. Для тех, кто самостоятельно и учится, будет полезно послушать. Проблема, что люди ждут, я уже об этом говорила, люди ждут быстрых результатов, и вот заточенность на результат, она мешает в творчестве, как это не парадоксально, да, то есть, смотрите, у вас все равно будет результат, но он будет тогда, когда вы о нем не будете сильно думать и переживать. И вот я у взрослых часто сейчас замечаю такую тенденцию. Люди хотят получить какой-то алгоритм, быстрый способ достижения определенного результата. Они видят очень много красивого результата, да? Они видят много красивых скетчбуков, они видят много красивых картинок и вот да, быстро нарисованных, как бы быстро, да, ускоренные видео, да. Я перестала, кстати, снимать ускоренные видео, ну, просто мне надоело. Потому что я вижу, проблема не в том, чтобы показать процесс вот этот ускоренный. Да, это все очень эффектно смотрится, и эти видео набирают просмотры. Но мне больше стало интересно вот возвращать людей к подходу другому. Люди стали немножко бояться некого провала, как сказать, бояться сделать ошибку. Все стали немножко такие очень практичные, и в творчестве это не очень полезно, потому что вот эта практичность, она, по сути, убивает саму суть творчества. То есть, ну, задача ведь не просто сделать картинку такую же, как вы видели там на Ютубе. Это должна быть ваша личная картинка, и вы к ней должны прийти каким-то способом. И этот путь, он может быть только ваш личный. И на этом пути должны быть моменты, да, где вам нужно совершить этот поиск в неизвестное, как, знаете, как вот путешествие, да, мы отправляемся в путешествие, хотя у нас есть, да, какие-то точки там, да, не знаю, забронированные, да, там отели или там, которые вы заранее, да, себе представили, но вы знаете тоже, что все равно будет какой-то момент неизвестности и будет момент непредсказуемости, и что-то пойдет не так. Вот в творчестве то же самое. Не может идти все по плану. Что называется, пошаговые. Я вот, честно скажу, не люблю очень вот эти пошаговые какие-то алгоритмы, там, как рисовать вот то-то или как рисовать вот это. Ну, может быть, для маленьких детей, хотя как раз для маленьких детей, я считаю, это вообще не нужно, потому что они сами, на самом деле, прекрасно знают. Они чувствуют, да, как рисовать, там, не знаю, собаку, ты можешь просто им показать, да, и они этот образ схватят по-своему. То есть задача ведь не отдрессировать, например, да, ребенка, чтобы он там нарисовал вот именно так. Я, когда занимаюсь там, с детьми тоже, я не стараюсь, как бы, да, чтобы вот получилась красивая картинка. Для меня как раз интересно их личный поиск, вот как он увидит там, это животное, как он увидит там, этого человека, там, своих родителей нарисует там, какими-то совершенно да, странными формами. Но в этом-то и есть искусство, творчество и развитие мозга, развитие творческого мышления. То есть и во взрослом состоянии надо себя к этому возвращать, то есть надо забывать немножко про этот практичный подход, понимать, что да, какая-то бумага будет потрачена как бы зря, но это не зря, это есть вот этот процесс, вот эта мозаика, которая будет складываться потом в вашу картину творческого, да, такого восприятия. Вы сами, я могу вам показать, да, как смешивать цвета. Я беру этот цвет, я беру этот цвет, и я показываю, да, вот у меня получается вот такое сочетание. Ну, отталкиваясь от этого, вам нужно сделать этот поиск тоже своим, потому что, например, то, что касается цвета, это такая огромная тема, то есть это очень личное цветовосприятие, да, каждого художника. Если все будут готовить по каким-то готовым схемам, да, работать, ну и что будет? Будут у всех одинаковые какие-то рисунки, картинки, да. Смысл, да, смысл-то себя в этом проявить, то есть вообще-то, по идее. Поэтому, да, можно начать с каких-то готовых решений, но, в принципе, потом нужно обязательно пройти этот путь эксперимента. Вот для меня очень важно это слово эксперимент в искусстве, в творчестве, потому что без него никуда, и без него, ну, это будут просто такие пустышки, вам самим будет неинтересно. То есть вот здесь нужно вот отходить, то есть, да, от этого мышления, что дайте мне пример, да, и я сделаю вот как в примере, или дайте мне
алгоритм там, как смешивать цвета, и я сделаю. То есть здесь нужно вот опять вспомнить себя в детстве, я всегда это говорю. Дети не ждут, да, результата, они себя выражают, они там рисуют быстро, быстро это все откидывают, отбрасывают, видели сами, да, выбрасывают, им не жалко. Вот здесь нужно на какой-то период вот войти в это состояние. Именно это состояние, оно и будет таким освобождающим для вас. И оно повлияет не только на сферу искусства, творчества, даже если для вас это просто хобби, оно вас научит вообще по жизни вот воспринимать как поток жизни тоже вот таким, быть вот в этом моменте, самовыражаться, быть готовым к каким-то неожиданным результатам. Это на самом деле очень крутая штука, потому что вот художник, да, мы этот процесс проходим снова и снова, снова и снова, да, у нас не получается то, что мы задумали, мы понимаем, что ага, надо, значит, там, идти каким-то другим путем или принять вот то, что получилось сейчас на холсте, да, и это учит воспринимать жизнь тоже как некий путь, некий процесс творческий. Мы же творим тоже в жизни, да, что-то таким же самым образом. Не паниковать, если что-то идет не так, а как бы работать вот с этим пятном, да, которое получилось, и вот здесь, мне кажется, основная это и есть польза и задача творчества. Вот идти за этим потоком. Вот как акварель течет, да, пятно течет, вы не всегда можете его проконтролировать. Нужно увидеть, да, можно в нем вдруг увидеть нечто неожиданное, и это будет ваша самая, может быть, лучшая работа. Отходите от шаблонов, не привязывайтесь к каким-то строгим правилам, то есть да, это рушит какие-то стереотипы, которые были заложены еще в детском садике, да, когда все рисовали по одному шаблону рисуют, я вот вспоминаю в саду, да, вот там у всех одинаковые потом. Ну, это сделано для того, чтобы воспитателю было проще, да, потому что у него мало времени, и были, да, там большие группы, и некогда там особо с детьми, да, сидеть было, наверное. А вообще, да, надо стремиться, чтобы, да, это было именно ваша индивидуальность в этом проявилась, то есть и это в каждом штрихе, в каждом цвете будет выражаться, если вот действительно туда погрузиться. И просто вот говоря, да, более конкретно, просто старайтесь увидеть, ага, вот я сейчас какой цвет вижу, если вот про смешивание цветов мы говорим. И забудьте, да, про какие-то шаблоны, там, вода синяя, там, небо синее, да. Что я там вижу? Я там увижу зеленый, может быть, фиолетовый. Ну вот и положите эти цвета и посмотрите, что будет. Их нужно сделать сначала, потом уже смотреть. То есть вот такой совет.